Всем привет, с вами Леха ЛС и Павел Никонов. И добро пожаловать на старт уже 7-го сезона карда. Сегодня мы вместе с Валентином Работенко и Алексеем Агафоновым обсудим все новости 7-го сезона, когда, собственно, можно уже подавать свои заявки и когда заканчивается. В общем, все самое интересное прямо сейчас. Ну что, погнали? Погнали! Это карда Москва. Йоу, всем привет, с вами Леха ЛС, Павел Никонов, у нас сегодня здесь Валентин Работенко и Алексей Агафонов. Собственно, в преддверии карда 7 мы встретились для того, чтобы обсудить все насущные интересные вопросы, которые нас ожидают в этом, собственно, сезоне. Алексей, давай сразу тебе вопрос, очень интересно, целый год уже карда находится в формате, в платформе «Россия – страна возможностей». Можешь, пожалуйста, поподробнее об этом рассказать, что это дает, собственно, карда и что это дает платформе «Россия – страна возможностей»? Всем привет! Ну, действительно, для нас это большое событие, большое приобретение. Мы увидели огромное количество ярких, интересных историй ребят, которые занимаются уличными видами спорта, которые развивают это направление. Я очень надеюсь, что и для премии карда приобретением стало вступление в платформу «Россия – страна возможностей». У нас, правда, этот проект расширился, больше 48 тысяч ребят присоединились к проекту, провели 17 региональных этапов. Сам финал проходил, мне кажется, просто неимоверно ярко и круто, больше 2500 участников было там, и мне кажется, само событие получилось настолько зрелищным и грандиозным, что о нем говорил не только Ставрополь, но и вся Россия, и действительно все видели, что это получилось очень масштабно. Я не сомневаюсь, что в этом году, конечно, мы сделаем еще круче и масштабнее. А есть уже какие-то, может быть, конкретные фишечки на этот год, или пока секрет, все-таки сохраним интригу? Ну вот мы с Валей часто обсуждаем, и я говорю, что главная, мне кажется, фишка этого проекта и уникальность вообще в том, что он действительно захватывает большое международное сообщество. Это, правда, большая семья, и мы часто говорим о том, что для нас нет недружественной молодежи, нет недружественных ребят, мы всем рады и всем открыты. И в прошлом году 92 страны приняли участие, в этом году мы рассчитываем, что это будет уже больше 110 стран. Помимо этого, конечно, самая крутая фишка, я очень рассчитываю, что это пройдет ярко, у нас пройдет 10 национальных этапов в разных странах мира и 25 региональных в России, поэтому это, правда, будет очень масштабно и круто. Про номинации, я думаю, Валя подробнее расскажет, но для нас, конечно, как для платформы, мы ожидаем еще больше увидеть истории тех ребят, которые вовлекаются в это движение. И если говорить вообще как приобретение для платформы, то, конечно, это абсолютно новая аудитория. Это те ребята, которые не принимали участие во многих наших проектах, которые уже там больше 5 лет идут. Это абсолютно новая аудитория, новые смыслы, новые взгляды, и мы рассчитываем, что мы действительно даем пользу для развития этим ребятам. У меня такой встречный, сразу вклинюсь в ваш такой межсобойчик разговор. Паша в прошлом году был судья направления BMX, пристально следил за всеми соцсетями, постоянно нас правил, исправлял, чтобы это все было прям четко, мы нигде там не ошибались или сократили количество ошибок к минимуму. Ну и гранд-финал. Видел до этого, следил какой-то период уже лет. На твой взгляд вообще, что поменялось, как изменилось? И ощущение просто, как человека, который всю жизнь гоняет на БЭМе, который всю жизнь в сообществе, в тусовке. Ну и, может быть, что интересного получилось для всей индустрии? На твой взгляд, твой опыт, потому что ты один из самых крутых райдеров нашей страны, и интересно. Респект за такие теплые слова. Так, давайте начнем с того, что я был на карда уже несколько раз, мне есть чем сравнить. То есть я наблюдаю, как карда растет, что меняется. Сразу про вот этот год, который был. Главная особенность — это то, что изменился сам скейт-парк, где все происходит. Скейт-парк улучшился, и райдеры более раскрывались по сравнению с предыдущими годами. Было круто, все приезжали из разных городов, и, получается, из стран даже. У нас были интернациональные гости. Было круто повидаться. Я надеюсь, что в этом году их будет еще больше. Общение, экспириенс весь, мне это вообще по кайфу. Например, с иностранными райдерами пообщаться, как у них там, и все в этом роде.
Да ты вообще ожидал, что вот на гранд-финале будет кто-то из иностранцев? И вообще, вот когда отсматривал еще заявки, топов, оценивал всех, насколько вот ты думал, что вот сейчас так чик и появятся иностранцы? Слушай, я, если честно, вообще не ожидал. Для меня до этого карда был такой вот проект немножко вот в плане BMX я смотрел именно, как бы он такой российский для меня был. В этом году, точнее вот уже тот, который прошел, получилось так, что у нас иностранные гости, как бы это круто, да, и заявки там, я уже не вспомню, какие это страны были, какая-то там Южная Америка, вот, но это действительно круто, и хотелось бы, чтобы было таких райдеров еще больше, которые принимали участие. Ну, это реально круто. Интернациональный контест. Я хочу немножечко здесь добавить, что не просто даже сам контест, а вот вся тусовка, которая была в Ставрополе в тот момент, она действительно была интернациональной, потому что я помню, мы после там, квалификации сидели где-то в парке, и просто мимо скейтеры приезжают, вот эти из Латинской Америки, мы ему «Йоу, мэн, do кикфлип», и он сразу делает кикфлип, респект, и вот, ну, классно. И таких много. Ты как будто оказался где-то, не знаю, ну, в европейском каком-то городе. Это очень крутое было, такое воодушевляющее прям событие. То есть вот на протяжении всего мероприятия прям действительно вайб очень классный был. Ты прокачивал площадку в нескольких направлениях. Да? Это были и, ну, это был BMX направление, скейтбординг и кикскутинг. Как вот сама тусовка, отличается ребята друг от друга или нет? И как вообще тебе было вот на самом парке, вот вся атмосфера, которая тебя там окружала? Тусовка сама, она как бы такая общая получилась. То есть, конечно, понятное дело, что у скейтеров своя тусовка, у самокатеров своя, у бумиксеров своя, но вот конкретно в Ставрополе, на кардах все вместе как-то соединились, все вместе тусовались, все вместе общались, все приходили болеть друг за друга, то есть там скейтеры у нас открывали, там и самокатеры, и бумиксеры приходили посмотреть, как у них мероприятие проходило, потом самокат шел, скейтеры оставались, бумиксер уже все больше и больше подходило, то есть смотрела, и потом, когда у нас последняя, заключительная часть, это BMX, уже вся вот эта тусовка, все смотрят, все поддерживают, все болеют, и это действительно очень классно. То есть такого вот на данный момент очень нечасто такое происходит, это очень круто, это то, что я считаю нужно сохранять и развивать. Ну и точно здесь надо добавить, что у нас впервые было Карда Дети проходило. Это уникальное вообще событие. Это единственная в мире премия, которая вручается детям за развитие уличной культуры и спорта. И то, что мы это сделали, на мой взгляд, очень-очень круто. И это точно надо развивать. Это такой был пилот, до сих пор стресс. Просто я привык заниматься, ну, взрослыми ребятами, да, там все спокойно себе сами прилетают, ну, максимум ты можешь кого-нибудь в аэропорту потерять, а здесь совсем по-другому, другая ответственность, но с детьми было прям прикольно. Ну, я думаю, что и взрослые немножко напряглись, когда увидели, как дети катаются. Это 100%. Сейчас тем более дети на самом деле валят там стилек помощнее очень многих взрослых, поэтому здесь такое. Хочу немножко здесь проанонсировать, ворваться. Карда 7, 7-й сезон, у нас 4 конкурса, 11 направлений. Часто все останавливаются только на соревнованиях. Сейчас вот к зрителям обращаюсь, только на соревнованиях, что у нас вот вокруг соревнований вся вот как-то тусовка стелется. На самом деле есть 4 конкурса, еще есть видеоконкурс, еще есть сама премия непосредственно и есть проекты. То есть любой желающий может в проектах написать свою там идею, оформить ее как проект и получить до 1,5 миллиона рублей на ее реализацию. Кто-то может снять очень крутой контент. И на самом деле вот именно контент и видеоконкурс, он очень респектовый. Вот изначально снимали просто райдеры, трейсеры, воркаутеры и все вот, кто непосредственно катает или прыгает, а сейчас снимают в основном это видеомейкеры, продакшн-команды и другие ребята. Это совершенно другого уровня контент, и видеоконкурс стал, как и изначально планировался, по сути, для них. Да, там оценивается продакшн, монтаж, работа камеры, оператора, цветокор, другие штуки, и они нашли для себя тему, но они создают контент, который реально вдохновляет, мотивирует огромное количество людей, которые появляются потом на обложках журналов, вот как перед нами лежат, появляются какие-то документальные фильмы. Вот в прошлом году, получается,
топ-100, это второй вот проходящий такой полуфиналистов набор, и они снимали каждый документальный фильм, и коллекция вот просто уличной культуры пополнилась на 100 документальных фильмов, типа одномоментных, про разные штуки. Кто-то снимал про бибоя там из небольшого города, который тренирует подростков и детей, и меняет там реально вообще у детей мировоззрение, там в небольшом городке там на 7 тысяч человек. Кто-то создает что-то там большое, да, кто-то там большие фестивали и события, кто-то команды продюсирует, кто-то выигрывает там призовые места. Ну, то есть каждый выбирал себе что-то разное, и про это транслировал. И в итоге получились очень крутые смыслы, которые, я уверен, до сих пор даже не все, мы там точно посмотрели все фильмы, но вот ребята, которые смотрят контент в интернете, школьники, подростки, студенты, взрослые ребята, самые разные. И те, кто ищет для себя сейчас мотивацию, те, кто в этот момент, возможно, ну, где-то остановился, потерялся, не может найти нужные какие-то штуки, он находит как раз в этом контенте, и он мотивирует его двигаться дальше. Кто-то находит для себя там какие-то фишки, трюки, элементы новые, кто-то находит историю просто, а я где-то здесь же так, а как этот человек вот в этом моменте справился, да, и находит что-то другое. И вот этот видеоконкурс, он тоже очень крутой, тем более здесь... Сейчас получилось, что принимает участие как раз-таки больше именно продакшн, такая тусовка. Здесь очень крутой контент, здесь и к зрителям опять, поэтому следите, просто подписывайтесь и смотрите, ну, поддержите просто авторов. Тот, кто снимает, на самом деле, и спортсмен, райдер, и тот, кто снимает, именно креатор, важно даже вот просто там какой-то коммент, понравилось, не понравилось, почему. Интересно же посмотреть с обратной стороны, как зрителю, вот насколько вообще ты в ту сторону двигаешься или не в ту, и такое включение всего сообщества будет реально стимулировать всех создавать еще более крутой контент. Ну и, конечно же, премия. В прошлом году впервые, кстати говоря, за 6 лет карда, в прошлом году она впервые была как премия. Ну, то есть до этого ни разу не вручалась именно за вклад в вот такой прям вклад развития уличной культуры и спорта. Здесь получилась прям очень такая история, то, что организаторы, бренды, команды, люди, которые создают события, кто-то создает велики, кто-то создает какие-то комплектующие, кто-то создает там мероприятия, и они выходили на сцену не в статусе там спортсмена, а выходили в статусе такого креатора-создателя, который внес что-то в дисциплину, внес что-то новое. Я вот как сейчас помню эту красную дорожку, и когда выходят люди не просто не за то, что они там нарубили крутых трюков, а за то, что они сделали какой-то прогресс для индустрии. Это совсем, мне кажется, другой уровень. Это получилось интересно, и очень классно было наблюдать реакцию зарубежных коллег, потому что у тебя сам как трейсер, да, я помню, что были номинированы Storer, это английская команда, были номинированы ребята из Индии, были номинированы ребята из России, и сами ребята, когда вот, там, например, в Великобритании, они не смогли принять участие там, по политическим причинам, им не открыли визы, но сам факт, что они следили за трансляцией, писали в комменты, прислали вот такое полотно на почту и попросили выслать статуэтку так, чтобы она не поломалась. Мы ее там завернули с ватой, короче, совсем про всем, чтобы она до них дошла и прилетела. Для них было важно, что их деятельность просто услышана. И вот это было очень такой какой-то интересный, новый какой-то вот момент осознания, что мы делаем что-то такое другое, большое. Это прикольно. Гораздо больше, чем то, что у нас есть. То есть мировая история. Ну, международная практика. Карда. Не понял? Карда — это международная практика у нас получается, на worldwide. Это то, чего вот в последние годы, к сожалению, нам очень сильно не хватает, и очень хорошо то, что оно получается это сделать. И тут еще прикольно, на самом деле, работает такой формат, то, что ребята приезжают в Россию, и они видят, у них меняется вообще картинка мира. Очень многие, на самом деле, думают, что здесь, типа, реально там с медведями в шапках-ушанках все гоняют. Это, как не знаю, откуда стереотип вообще сложился, но это факт. Мы когда вот с иностранцами общаемся, многие там так думают, а когда они приезжают в южные города, ну, одно дело там Москва, Питер, да, всем такие известные российские города, и приезжают вот они там Ставрополь, например, да, в прошлом году они такие, ого, типа, жарко, красиво, убрано, прикольно, все такие на атмосфере, здесь интересно, и у всех сразу стереотип поменялся, они улетают, и вообще все рассказывают. Вот сейчас там целая линейка амбассадоров иностранных, да, их уже больше 30 человек,
который вот транслирует ценности и миссию карда в разных странах, вот там Латинская Америка вообще целиком там вся, и они уже по-другому мыслят, они уже снимают там видос, они присылают сейчас вот видеовизитки, которые там все снимают, они смотрят по-другому, они смотрят и на Россию по-другому, и на карда по-другому, и на там индустрию по-другому, для них это инструмент коммуникации теперь. Я катаюсь на БЭМе, прикольно, я там прыгаю паркур, прикольно, мне хочется общаться с ребятами. А что у вас? А что у нас? А чем мы можем друг другу помочь? Я смотрю в чате, там просто у них там коллаборации всякие. О, я там произвожу вот там в Латинской Америке, там вот, например, Пабло, да, там в Аргентине, у него там федерация воркаута, он производит оборудование. А ребята с соседней страны об этом не знали, а у них дефицит там оборудования, они сразу чик, скооперировались, и у них пошли какие-то там международные истории, и это вот такая международная дипломатия протокольным языком. Здесь она вот как раз-таки зарождается. Леш, ну как тебе наш арт-объект в скейт-парке, вот эта машина? Слушай, чувствую себя как дома вообще здесь. Прям очень уютно. Хочется здесь проводить время вместо скучного офиса, постоянно находиться здесь. Мне кажется, можно в скучном офисе просто поставить такое отдельно для Ну, кого-то. как вариант, прям да. Но мне кажется, тогда мне надо еще приобрести свой BMX тоже, чтобы стоял всегда и создавал настроение. А ты сам-то планируешь вообще участвовать? Может быть, просто приехать покататься в формате мероприятия самого? Но если вам меня не жалко, то, конечно, да. А на самом деле я смотрел, как ребята, особенно дети, катаются, и я понимаю, что лучше мне быть зрителем и громко им аплодировать и говорить, какие они крутые. Слушай, я тоже всегда очень рад, что меня зовут как ведущего, а не как райдера, потому что сейчас уровень настолько высокий, и совершенно верно заметил, у детей тоже очень высокий, спорт молодеет, и это действительно очень круто. И круто, что карда это поддерживает, потому что такая мощная поддержка, особенно детскому спорту, просто необходима в наше время. Мне кажется, вообще важно, что уличные виды спорта теперь признают как спорт, действительно говорят и мотивируют ребят этим заниматься. Это, мне кажется, главный прорыв, и карда точно этому способствует. В карде сейчас участвуют целых 3 олимпийских официальных дисциплины. Это скейтбординг, BMX и брейкинг. И очень классно, что на карда это не совсем выглядит как вот на Олимпиаде, да, как официально все серьезно, а вот именно как оно раньше все было с улицы. Это немножечко другой вид и гораздо более, может быть, дружелюбно по отношению к людям, которые первый раз это видят. Ну, это точно. И что однозначно отличает уличные виды спорта, это то, что вот прорайдеры, те, кто действительно такие уже заработали себе имена в этом спорте, они настолько горят тем, чтобы вовлекать больше людей в этот спорт, сами хотят это развивать. И мне кажется, благодаря этому уличные виды спорта развиваются, и точно очень большие перспективы есть. Абсолютно согласен. И здесь даже на самом деле добавить нечего. Единственное, хочу просто сказать спасибо за поддержку, спасибо. потому что действительно она нужна, и она есть, и ребята действительно отдаются полностью. И, собственно, вот это мы и увидели в том году на гранд-финале, и я думаю, в этом году мы увидим еще круче. Вот на твой взгляд, в целом, уличная культура, государство, государственные организации, зачем, ну вот, наверное, так и будет, да, звучать, зачем уличная культура государству и наоборот, на твой взгляд? Я думаю, что все связано, безусловно, с популярностью этого направления. Это первое, что как можно больше и больше ребят начинают заниматься, увлекаться этими видами спорта. И, конечно, это такой широкий сегмент молодежи, которые вовлечены в эту деятельность. И, конечно, здесь государство просто обязано обратить на это внимание. И здесь важно как раз не обратить, не зажать индустрию, а наоборот поддержать, создать возможности самореализации, услышать этих ребят, какой запрос у них. То, что мы видим, что инфраструктура реально расширяется по всей стране, да, сколько появляется скейт-парков, различных клубов и так далее, вот, что само направление растет, и государство, конечно, обязано реагировать на это. Мы, как платформа «Россия – страна возможностей», ну, во-первых, я лично заинтересован в развитии этих видов спорта, мне очень нравится, сам являюсь председателем
попечительского совета Воднолыжной федерации России. И, конечно, я за развитие вообще экстремальных видов спорта в нашей стране. Считаю, что у нас колоссальный потенциал. И вот решение, которое мы приняли в прошлом году, оно было действительно такое для нас сложное, потому что абсолютно новое направление. Это не просто там выбрать новую сферу деятельности там, для ребят, создать какой-то проект. Это абсолютно новый проект, абсолютно кардинально другая механика, кардинально другой конкурс. И то, что мы это сделали, на мой взгляд, получилось очень-очень круто. И мне бы хотелось, чтобы просто как можно больше ребят, которые действительно занимаются этими видами спорта, творчества, чтобы они просто поверили в это, поверили в кардо и действительно пришли. Потому что мы понимаем, что те там десятки тысяч людей, о которых мы говорим, это совсем не предел, реально их гораздо больше занимается этим видом спорта. Поэтому мы бы хотели, конечно, ребят, особенно те, кто нас смотрит, и приходите сами, приглашайте друзей. Кардо действительно должно расти, развиваться. Я надеюсь, что через совсем небольшой промежуток времени мы будем исчислять участников сотнями тысяч уже. Ну, хотелось бы, интересно было бы. Я, правда, уже представляю судей, которые получают протокол на там, несколько тысяч допущенных человек, и он сидит и такой: 4000 видосов. Слушай, ну здесь у нас... Вот Это да, но жестко. здесь же, смотри, здесь же мы всегда даем возможность ребятам, которые поучаствовали в одном из конкурсов, стать экспертами в следующих сезонах. Это И да. действительно круто, когда развивается сообщество вот планомерно, и сами ребята, которые участвовали, становятся судьями и оценивают там новых участников. Поэтому, мне кажется, здесь мы точно можем расширяться бесконечно, и я надеюсь, что так и будет у нас. Вот, кстати, интересный еще вопрос. Ты же такой, получается, еще и вот в разных коридорах, бизнес, органы власти, где-то еще. Вот что про нашу всю культуру в целом говорят эти люди? Вот что вообще там обсуждается? Как это все выглядит с той стороны? Никогда там не был. Ну, когда я занимался бизнесом, когда начинал строить школу по вейкборду, это было 12 лет назад, я столкнулся с абсолютным непониманием людей власти. Они не понимали, что это такое, зачем это нужно, там, какие-то лицензии. У меня даже есть права на кран, допустим, потому что у нас есть лебедка, и в общем, государственные чиновники считали, что чтобы мне возить людей, мне нужно сначала пассажирскую лицензию, потом я должен обучиться на управлении на кране и так далее. У меня все это есть, и непонятно, зачем это нужно было делать. Но просто было абсолютно непонимание. Но сейчас, мне кажется, благодаря как раз тому, что больше ребят стали увлекаться, что действительно стало огромное сообщество, вот кардинально изменилось за этот небольшой промежуток времени отношение государства к этой индустрии. И правда, сейчас многие понимают, что это серьезный ресурс, что сюда нужно вкладываться, что нужно обратить внимание на этих ребят, что нужно создать условия, и именно этим нужно заниматься сейчас. Вот я вижу абсолютно точно, что это развивается. С точки зрения бизнеса, к сожалению, вот, как мне кажется, на сегодняшний момент недостаточно внимания к экстремальным видам спорта. У нас есть там несколько крупных стейкхолдеров, да, которые занимаются этим направлением, но в целом вот так, чтобы бизнес ориентировался на развитие экстремальных видов спорта, пока не вижу, но я уверен, что и это тоже поменяется в ближайшее время. Угу. Здесь я вот согласен, что недостаточное внимание 100%. Мы только вот как раз с Пашей там до начала обсуждали, что там вот хотелось бы больше, там хотелось бы подключения, там хотелось бы, чтобы ребята обратили внимание. Но я, кстати, вот здесь смодерирую немножко еще историю на Павла. Вот если будет чересчур много заявок, как ты думаешь, вот как это все вообще оценивать, как это все должно выглядеть, может быть, что-нибудь про судейство, и как-то вот с другой стороны вообще быть судьей, смотреть эти все видосы, что-то обсуждать в этом году, и как бы ждите их много. Слушай, ну для меня это все просто. Как бы вот у нас есть 3 судьи, идет онлайн-этап, там в 3 этапа, получается, идет. Ребята присылают свои заявки, ну, я так понял, это в каждой дисциплине так Да, происходит. все верно, да. Вот, они присылают свои заявки, мы как бы формируем список, у нас есть видео участников, то есть мы им заранее говорим: так, ребята, нужно снять видео на минуту, ни больше, ни меньше, чтобы мы отсудили как бы ваш скилл, ваш уровень катания по 3 критериям. Вот, например, это сила трюка, частота исполнения и креативность. Мы с судьями смотрим, это у нас вот в том году был Федор Забалуев, Ернур из Казахстана был, вот, за что им респект. Вместе мы посудили, каждый из нас расставил свои баллы
по каждому критерию. Это мы все сложили, все вместе сложили, получили список и посмотрели, кто у нас там топ сколько. Вот у нас есть весь результат. В принципе, как-то так. Паш, как ты думаешь, почему уже 2 сезона подряд ты был в составе судей направления BMX? Слушай, ну, как бы сразу скажу респект Федь Забалуеву за то, что меня втянул сюда, вот, позвал, и я не отказался, мне все нравится, все классно. Ну, мне кажется, то, что я как бы много где судья, давно в индустрии, глубоко в нее погружен, как бы разбираюсь в нюансах, вот, в общем, в теме. Я вот несколько раз рассказывал о том, как вообще работает система судейства. Сейчас хочу поподробнее рассказать. Очень много ребят спрашивают вопрос, ну там, условно, почему там Паша Никонов несколько лет подряд судья? Такой вопрос тоже бывает. А почему там в других направлениях? И вот сейчас обращусь к тем, кто нас смотрит. Система судейства в кардо выстроена таким образом, что всегда есть один представитель из Российской Федерации, один человек, в каждом направлении один эксперт, один судья, который должен представлять нашу страну и оценивать с точки зрения индустрии, как она развивается у нас. Он должен понимать, да, потому что не всегда райдер, который катается там условно в крутых парках в Европе или где-нибудь в Америке, в каких-то климатических таких условиях, такой же, там, не знаю, ну, такие же условия, как у человека там вот, ну, например, с Норильска, да, он там вообще там в сугробы прыгает, крутит какие-то штуки и потихоньку формирует свой стиль. Здесь нужно понимать. Второй судья всегда подбирается, это кто-то вот из стран СНГ, либо Африки, Азии, ну вот, скажем, с этой стороны наличия стран континентов. И третий судья — это всегда представитель вот латинской, ну там, Южной или Северной Америки, Европы, либо Австралии, такой подальше. У нас получается такие три амплитуды, такие три полукруга, откуда подбираются судьи. И мне кажется, такой формат подбора судейства для международного формата, он максимально объективный. Как ты думаешь? Вот, или, может, что-то здесь пересмотреть надо? Слушай, ну вот ты вот сейчас все рассказываешь, я себе представляю вот как бы судейство кардо, вот если его брать как бы и смотреть на карту Земли, то это как мозг с разными полушариями, что типа вот судья отсюда, и в целом это как бы вот оно объективное мнение. Вот как-то так. Я за такую историю. Мне вот в прошлом году понравилось судить с Ернуром из Казахстана. Как бы мы все общий язык, мы обсуждаем, дискутируем, приходим к общему решению. И вот это круто, это и есть объективное решение. А бывает вот прям такие конфликтные внутренние ситуации? Вот этот точно был круче, вот этот. Ну вот какой-то прям спор. Конечно, споры всегда бывают, но как бы всегда это на обсуждении, и подключаются дополнительные критерии со всех сторон, и как бы вот что перевешивает, то как бы и будет правдой. А про систему критериев, про систему оценки расскажешь поподробнее, как у вас это работает? Я на самом деле вообще не знаю, как это в кардо работает. Я знаю, что есть судьи, есть организатор направлений, и есть очень много разных критериев, которые все оценивают. Можно сказать про BMX, я думаю, в других будет очень похоже. Слушай, ну смотри, в BMX что первое? Это сила трюка, то есть насколько это мощный трюк был. То есть либо это райдер катается, разменивается какими-то небольшими трюками, берет количеством, но когда ты условно делаешь один и тот же трюк, у тебя как бы балл меньше за него уже. Вот. Потом это частота исполнения, то есть если трюк сделан грязно, увезен, то, естественно, балл ниже. То есть, и опять же, частота исполнения, здесь рядом стоит стиль, ты смотришь, насколько стилево был как бы трюк исполнен. Вот. Стиль отдельно оценивается или он входит в частоту? Слушай, ну это уже как решим судьями, то есть если нам нужно как бы более как бы обширные спектры, то есть критерии взять, то мы добавляем стиль и все, что рядом. И также еще очень нравится нам эта креативность. То есть это не обычные трюки, которые вот все подряд делают, там барспин, тейлвип 360. Вот это основа. А если райдер нас удивляет чем-то своим фирменным, вот за это мы ставим больше балл. Это креатив, это как бы, индивидуальность райдера, это круто. На это интересно смотреть не только нам, но и зрителям. Но и также, может быть и креативный трюк именно вот из трех вот этих базовых элементов. Это барспин, 360 и тейлвип. Если он
в каком-то виде изображен был креативным. Вот так. А много сейчас вообще креативных райдеров в целом? Ну или какой-то вот был когда-то всплеск, все напридумывали, а сейчас все делают примерно одно и то же, только в разных там плоскостях, вариациях. Слушай, ну смотря какую дисциплину мы берем. Ну, мы берем сейчас BMX Street. Или мы берем BMX карда. Ну, то есть У это... нас нет такой дисциплины, ну ладно. Вот, да, то есть нет, BMX карда это именно вот, ну, то есть я это так назову, то есть это именно вот та площадка, внутри которой происходит BMX. Мы это судим, и то есть райдер может и брать элементами парковыми, может стритовыми, а может там и флэтлендом удивить балансами какими-то. Вот. Давай вот в этом возьмем. Да, так, ну и получается, что у нас... Много ли креативных вообще райдеров сейчас? Не то чтобы райдер креативный, у него могут быть элементы креативные, то есть он может кататься по силовому, то есть брать как бы баллами, трюками сильными, стабильными, а может еще и туда же добавить пару креативных движений, и это ему прям вообще плюс балл будет за, ну, респект прям максимальный. Кайф. Спасибо тебе большое за судейство. Давайте вернемся на площадку, пообсудим остальные вопросы. Ну что, друзья, сегодня 7 февраля, мы открываем 7-й сезон карда, и регистрация в онлайн-этап продлится до 17 апреля, поэтому успевай, подавай заявки по всем 11 направлениям. Это направление хип-хоп культуры, хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, это направление экстрим-спорта, кикскутинг, BMX, скейтбординг и направление уличного спорта, это паркур, фриран, трикинг, воркаут, поэтому мы будем рады во всех 11 направлениях. Подключайся и полетели. Гранд-финал с 22 по 25 августа в Ставрополе. Мы сейчас собираемся специально, кстати, в этом году не меняли локацию. Ну, во-первых, заинтересованность губернатора есть и полная вот синхронизация процессов, понимания. А второе, очень хотелось хотя бы год не заниматься административной работой, а заняться сервисом, заняться арт-частью, программой, никого нигде не потерять, сделать так, чтобы все жили в классных условиях, чтобы были хорошие трансы. Ну вот сервис, да, в высоком таком каком-то смысле, понимании, чтобы было все хорошо, потому что каждый год, когда мы переезжаем из региона в регион, каждый год надо все согласовывать, все везде меняется, все везде перестраивается, чтобы поставить буквы на крышу, вот как история про кран, надо отучиться на одних, получить разрешение второе, получится следующее. Вот, но поэтому Ставрополь 22-25 августа, последний уикенд лета, собираемся всей страной, даже больше, всем миром, и гранд-финал Карда 7 проходит там, это будет точно жарко, но сейчас, конечно же, хочу спросить у Лехи. Лех, твои ожидания, ну вот, на твой взгляд, что будет, как будет? Ты же не знаешь всех деталей, что будет происходить. Нет, но я заинтригован. Вот сразу скажу по поводу сервиса. Вот в том году все, на мой взгляд, было замечательно. То есть площадка отлично сделана, потому что, ну, достаточно большой у меня опыт в плане и крупных мероприятий тоже, и далеко не везде так устроено, когда для участников все максимально комфортно. То есть вплоть до того, что и вода была всегда на площадке, а это Ставрополь, это жара, и действительно жарко было, и нужно постоянно пить. Вот, то есть все такие нюансы были учтены. То есть, естественно, это вот на самом деле очень важно. Это ты просто МС и не был со стороны организатора и не видел всех Я со стороны райдеров это наблюдал, потому что райдеры все свои вопросы мне задавали, и очень быстро получалось все как бы там решить вот в этом вопросе. А так вот, что ожидаю, очень хотелось бы и мне, и Павлу, и вообще всем нашим и скейтерам, и самокатерам, и BMX-ерам увидеть побольше парка, чтобы он был помасштабнее, чтобы фигуры были посолиднее. Вот это очень важно, потому что приезжают ребята с серьезным уровнем, это мировой уровень на самом деле, и из России самые сильные атлеты приезжают. Парк интересный, классный, но вот чуть-чуть не хватает. Я вот слышал краем уха, что ты уже там закинул, что да, будут еще новые фигуры, и вот это очень классно. То есть очень интересно посмотреть на сам скейт-парк, потому что от компоновки самого скейт-парка на самом деле и само мероприятие зависит максимально, потому что ребята заряженные приезжают, ребята хотят показать максимально вообще возможный свой уровень, а зачастую, когда весь вот этот вайп идет, финал особенно, иногда кидаются просто на безумные трюки. И вот здесь площадка как раз помогает. Если крутая, классная площадка, которая позволяет делать бенгеры вот эти мощные, шоу будет такое, что
будут об этом говорить и год, и 2, и 3, и вспоминать потом еще 10 лет. Ну, ты сейчас можешь обратиться на камеру к Ивану Бороде. Скажи, где макеты? Давай быстрее уже. Вань, пожалуйста, сегодня уже 7 число, 8 хотя бы 9, чтобы макеты были. Ну, действительно, да, хочется увидеть еще более крутой парк. Ну, очень, собственно, это каждый раз такое. Каждый раз хочется просто, на самом деле, круче, но у меня вот в этом году есть какое-то такое внутреннее, что ли, желание от гранд-финала. Хочется собрать не набор площадок и сцену, а хочется собрать живой организм, чтобы каждая площадка перетекала в следующую. Были декораторы, люди, которые занимаются с другой стороны всем происходящим, возможно, флористы, еще какие-то другие люди подключены, которые посмотрят вот на скейт-парк, вот мы сейчас сидим, да, такие, здесь надо цветы, там надо чуть перекрасить, здесь надо пальму посадить, вот здесь вот так, и здесь что-нибудь там, здесь покрасим, и ты такой чик, и все смотрится по-другому. Да, и вот переход, например, там из хип-хоп локации, да, до там граффити. Не просто переход по площади с шатрами, а чтобы это был прям вот какой-то концептуальный переход, да, вот чтобы вот так как-то посмотреть на гранд-финал, чтобы это была не классическая история, да, вот возьмем там зарубежных таких крупных ребят, конкурентов, которых я считаю, это там X Games или FIS, да, FIS, там, то все равно это набор, классическая схема. Есть большая площадь, 10 площадок, сцена, хедлайнеры, звезда, и как-то, ну и на каждой площадке происходит что-то отдельное. Как, ну, типа формат Sneakers Urbania, он там не поменялся за эти все годы, никуда не делся. А вот хотелось бы посмотреть, и вот мы вот очень много над этим сейчас работаем, чтобы это все было вот как цельная одна система. И ты входишь, например, в одну точку, неважно, войдешь ты в скейт-парк или войдешь ты в этот момент на воркаут-площадку, и ты мог концептуально пройти через всю застройку, сохранив вот какое-то настроение, вайб, перетекаешь из одного в другое, и ни разу не потеряв фокус внимания. Он у тебя тут чик, и ты перешел, там где-то тебя вдохновила арт-локация, ты посмотрел, там, там чуваки какие-то бенгеры накидывают, перешел, глянул, отсюда там увидел вот так прострелом, там какой-нибудь арт-объект, тебе интересно, ты мимо идешь по какой-нибудь аллее из туи или из пальм, такой, нифига, прикольно, вот это вообще что-то другое. Слушай, перебью, ты как будто про аквапарк рассказываешь. Вот, аквапарк примерно то же самое. Вот возьмите на заметку, мне кажется, крутая идея. Это точно круто, если получится так. Да. Ну и как раз вот пока мы пишем контент, и даже если это вдруг не войдет потом у нас в общий ролик, я это вырежу. Пользуясь случаем, хочу вот Алексея пригласить на гранд-финал. Приглашаю уже ежегодно, года 3 я подряд приглашаю. Надеюсь, что в этом году получится. И это надо вот сразу запланировать, чтобы ничего потом не появилось. Но я вот уверен, и ребята не дадут соврать, и все, кто нас сегодня это смотрит, о том, что когда ты вот приезжаешь на гранд-финал, ты по-другому воспринимаешь все, что касается карда. Ну, во-первых, это самый стратегический план у меня на этот год с точки зрения календаря, и уже стоит там. Я очень рассчитываю, что в этом году, конечно, я попаду. Но я хочу сказать по поводу финала, который прошел в прошлом году. У нас большая делегация ездила от России стран возможностей на этот финал, и я собирал ее таким образом, чтобы отправить туда в том числе скептиков проекта, и могу сказать, что они все до единого вернулись в полном восторге от этого мероприятия, сказали, что это вообще было супер грандиозно и громко. Но в этом году, надеюсь, мы, во-первых, приедем не меньшим составом, ну и, конечно, я точно очень рассчитываю там побывать. Кайф, спасибо. Здесь будем ждать, поэтому вот это я там как бы заснял. Отдельно из этого сделаем потом нарезочку. Если вдруг планы будут меняться, мы будем ее вирусить по всему сети. Ну что же, уважаемые зрители, на этом давайте прощаться. Напоминаем вам, что 17 апреля заканчивается онлайн-отбор, поэтому ждем от всех ваших заявок. Ну а с вами был Павел Никонов. Леха ЛС. Валентин Роботенко. Алексей Агафонов. Всем крутого дня, и это будет крутой сезон.